Привет! Я видела котиков уже девочки многие связали. Правда, не все делали сиамских котиков. По тому мастер-классу, что я давала, и другой окрас был. Получились, конечно, очень чудные котики. Но и вот по просьбам, значит, вязальщиц, я буду показывать, как вязать лапку заднюю в положении стоя для котика. Вот этого котика я связала из той же пряжи, что вязала большого кота. То же самое вот Ангора Делюкс, только я брала нитку в одно сложение. Ну и, соответственно, крючок у меня 1,1 миллиметр. Получается вот такой вот кроха. Ну, вот у него не хватает лапки, и сейчас я с вами ее свяжу. Начинаем заднюю лапку для котика в положении стоя с кольца амигуруми темной пряжей. Набираем в кольцо 6 столбиков. Затягиваем в кольцо, прокладываем контрастную ниточку. И следующий второй ряд мы делаем 6 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд вяжем столбик прибавка, повторяем 6 раз до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 2 столбика прибавка, повторяем 6 раз до конца ряда. В кругу получилось 24 петли и нужно провязать с 5 по 7 3 ряда по 24 столбика. 8 ряд провязываем столбик, 3 петли вместе, 3 столбика, 1, 2, 3. Следующие 3 петли провязываем вместе. И до конца ряда 14 столбиков провязываем без изменений. 9 ряд. 3 петли провязываем вместе. 1 столбик. Снова 3 петли вместе. И 13 столбиков до конца ряда вяжем без изменений. Ряд 10. Провязываем 3 петли вместе. И до конца ряда провязываем 13 столбиков без изменений. В кругу получилось 14 петель. И теперь нужно с 11 по 15 ряд 5 рядов провязать без изменений по кругу 14 столбиков. 5 рядов. 16 ряд вяжем 9 столбиков. Делаем прибавка. 1, 2 в одну петлю. И до конца ряда вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. 17 ряд вяжем 9 столбиков. В следующую петлю нужно провязать 3 столбика. 1, 2, 3 в одну петлю. И 5 столбиков до конца ряда. В 18 ряд провязываем 10 столбиков. В следующую петлю провязываем 3 столбика в одну петлю. 1, 2 и 3. И до конца ряда вяжем 6 столбиков. Следующий ряд провязываем по кругу просто 19 столбиков. У нас получается 19 ряд, и 19 столбиков провязываем по кругу без изменений. Так, теперь в 20 ряду нужно, чтобы провязать 20 ряд, нужно поменять пряжу. Прикладываю 2 ниточки. Первая петля, вытаскиваю обе, потом только светлый затягиваю эти хвосты на себя.
и провязываю еще 2 столбика. То есть 20 ряд у нас получается 3 столбика светлой пряжей. Вот один мы провязали, и еще 2. Раз и 2. Так, теперь в следующую петлю, в 4-ю, мы делаем 3 столбика в одну петлю. Раз, 2 и 3. Дальше вяжем 7 столбиков. 3 петли провязываем вместе. Раз, 2, 3 прихватила, вытянула одной. И до конца ряда 5 столбиков провязываем без изменений. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вот эти ниточки, они уже не нужны. Темную я убираю. Хвостики туда заправлю. И будем вязать 21 ряд. Итак, 21 ряд вяжем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем 3 столбика в одну петлю. 3. Раз, 2, 3. 7 столбиков. Три провязываем вместе петли. И 4 столбика до конца ряда. Раз, 2, 3 и 4. 22 ряд. Вяжем 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Раз, 2 в одну петлю. И до конца ряда провязываем 13 столбиков. 23 ряд. Вяжем 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Раз, 2 в одну петлю. И до конца ряда провязываем 14 столбиков без изменений. 24 ряд вяжем 6 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю. Провязываем дальше 9 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю и до конца ряда провязываем 4 столбика. Раз, 2, 3 и 4. Следующий ряд 25 и вяжем 7 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю. Провязываем 10 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю. И до конца ряда провязываем 4 столбика. 26 ряд. 8 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю. И так, дальше 11 столбиков. Делаем прибавку. Раз, 2 в одну петлю. 4 столбика до конца ряда. 27 ряд. 9 столбиков. Прибавка. Раз, 2 в одну петлю. 11 столбиков.
прибавка, 1, 2 в одну петлю, 5 столбиков до конца ряда, 1, 2, 3, 4 и 5. 28 ряд, 10 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 12 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю и 5 столбиков до конца ряда, 1, 2, 3, 4 и 5. 29 ряд, 10 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 14 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю и до конца ряда вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. В ряду у нас получилось 33 петли, и теперь нужно провязать 5 рядов по 33 столбика без изменений с 30 по 34 ряд. 5 рядов. 35 ряд, 11 столбиков, три петли провязываем вместе, 14 столбиков, убавка, 2 петли провязываем вместе и 3 столбика до конца ряда, 1, 2, 3. Теперь нужно лапку набить. Помним, что темную часть набивать нужно очень плотненько, а уже вот эту вот верхнюю слабенько. Вот смотрите, очень плотно пришита по кругу вот эта вот ляшечка. Здесь набиваем прям слабо-слабо. Вот эта часть очень плотно, дальше послабже, а вот эта вот верхушечка совсем, чтобы была легкой. Наполнила лапоньку, продолжаем вязать. 36 ряд, провязываем 3 столбика убавка 6 раз до конца ряда. 27 ряд, 2 столбика убавка 6 раз до конца ряда, повторяем. 38 ряд, столбик убавка, повторяем 6 раз до конца ряда. В следующем 39 ряду делаем 6 убавок, петли стягиваем и оставляем длинную нить для пришивания. Вот такая лапка получилась. Теперь я ее пришью на законное место и начешу. Вот все лапки у нас на месте. И высота этого котика или кошечки у меня получилась 18 сантиметров от передних лапок до макушки. И исключая хвостик, 16 сантиметров, около 16 получилось в длину. И еще момент, смотрите, когда было положение сидя, кошечка, у нее вот так вот была немножко голова пришита, да? Здесь немного голову задираем, и вот эта вот часть, которая треугольная была от тела, она идет вот выше того места, где у нас работа заканчивалась. Работа головы заканчивалась. И здесь, соответственно, надо побольше белого места оставить, чтобы голова была вот так вот кверху поднята. Если не получилось, я смотрела тоже такие варианты, что голова низко, сделайте складку. Просто сделайте складку и
подшейте где-то вот так вот. Пусть будет складочка небольшая, не страшно. И тогда головка встанет на место. Ну вот. Такая чудо у меня маленькая. А в следующем уроке я покажу, как вязать лысого котика. Поэтому готовьте гладкие ниточки. Пока-пока.